Господа, а вы знали, что Fit-сервис — это самая быстрорастущая сеть автосервисов по всей стране? От Москвы до Владивостока. Fit-сервис — это строгие стандарты качества во всем и поддержка клиентов, где бы они ни находились. Fit-сервис — это комплексная поддержка автомобилистов во многих вопросах, начиная от кузовного ремонта и моек и заканчивая технической поддержкой в сложных дорожных ситуациях. Fit-сервис — это удобные клиентские зоны с бесплатным кофе, Wi-Fi, игровой приставкой и детской зоной. Ну и, естественно, ловите суперфишку. С 15 марта до 31 мая действует суперакция во всех сервисах Fit-сервис. Вы можете заехать, поменять масло, допустим, в двигателе или в КПП, а вам за это бесплатно сделают шиномонтаж на вашей ласточке. Так что проходите по ссылочкам в описании и обслужите свою тачку комплексно этой весной в Fit-сервисе. Бам! Здравствуйте, господа! Долгожданный момент, наверное, с первой серии все из вас мечтали именно об этом моменте, и мы, честно говоря, с Ваней мечтали примерно об этом же. Сегодня тот случай, когда уже обе гусеницы готовы, сейчас с них снята резина, просто потому что их проще катать именно вот так вот, нежели все это будет крутиться. Это раз, да и два, задний мост еще пока к этому всему не прикреплен. Но сегодня, наконец-то, окончательно дорежется кузов Бентли, и Бентли превратится в ультратанк. По крайней мере, внешне это уже будет действительно кузов Бентли, стоящий на двух штуках, про которых мы вам рассказывали в предыдущем видео. Погнали! И вначале самое главное — устранить историческую несправедливость. Дело в том, что у нас сейчас до сих пор здесь вот на дверном проеме есть наклеечка с логотипом Bentley, на которой написано, какое же давление должно быть в шинах в зависимости от нагрузки автомобиля. Мы теперь все понимаем, что и нагрузка у автомобиля другая, и шины другие. Поэтому нам нужно срочно, аккуратненько эту табличку отклеить. Погнали! Получается теперь, когда действительно весь лишний металл отпилено, не как в первой серии, когда мы пилили, ну просто чтобы попилить вообще. Теперь пилили на самом деле так, как надо. Как вы видите, у нас шов поднялся почти к верху арки. Теперь можно загонять имеющиеся те самые штуки, про которые я вам рассказывал в прошлой серии. Надо им аббревиатуру все-таки придумать какую-то. И ставить на них сверху Бентли, чтобы понять, какие же пропорции конечного ультратанка у нас получится. Потому что даже учитывая те скетчи, которые рисовались в начале, что которые я пихал в предыдущих видосах, не совсем совпадают с реальностью. Ну, глобально все так же, но все-таки в мелочах отличия есть. Погнали!
Наконец-то впервые в этом видео будет превьюшка с живой машиной, стоящей на гусеницах, больше, без рендеров. О май гад, сегодня мы поймем вообще, подходит ли кузов к платформе, как он может к ней подходить, когда мы не использовали ни одного раза рулетки, по-моему, не было в видосах, а он должен подойти, вы представляете? Сегодня будет чудеса инженерии, наконец-то полностью сварена шасси или гусеничная платформа, если хотите, и мы сегодня вам ответим на вопрос, как же Бентли на гусеницах будет поворачивать. УАЗовский передний мост со всем поворотным механизмом. А? Как вам такое? Действительно, УАЗовский передний мост, вы не ошиблись. И он просто лежит у стенки, а поворачивать она будет немного по-другому. Все дело в том, что существует много разных принципов поворота. Там борт-поворот, фрикционный и так далее. В нашем случае сначала, по крайней мере на этом этапе, мы применяем самую простую схему. Это так называемый дифференциальный поворот. У нас задний мост без блокировки, на свободном дифференциале. И таким образом, если мы тормозами подтормаживаем одну из сторон этого моста, грубо говоря, одно колесо или другое колесо, ну, в простом понимании, одну гусеницу, там, другую гусеницу, таким образом, вторая остается крутиться и осуществляется так называемый борт-поворот. Это не совсем правильно, но на первые выезды, на испытания это вполне прокатит. Как вы видите, свою позицию уже окончательно на раме занимает задний мост. Он пока еще в своем первозданном виде, но есть у нас подозрение, господа, что к этому вопросу мы еще вернемся в следующих сериях. Мы вам чуть позже объясним. Уже поменены барабанные тормоза на дисковые, и не потому, что те барабаны не выдержат. Там площадь колодки сумасшедшая. Но где-то осталась она, Вань? Потому что сами колодки, как вы видите, они нереальной ширины. Смотрите, у нас полностью ладонь с большим пальцем соответствует ширине этих колодок. Это огромнейшая конструкция. Все-таки это почти грузовая техника. В ней очень уверенный тормозной цилиндр. В принципе, здесь всего хватает. Площадь торможения, соприкосновения, вернее, колодок с барабанами сумасшедшая. В то же время, если мы посмотрим на сам тормозной диск, то у него площадь торможения гораздо меньше. Да, понятно, что здесь две колодки, но это будет один суппорт. А может даже и два суппорта. Это, кстати, еще решается. Есть идея сделать по два суппорта с каждой стороны, которые при этом будут еще за разные функции отвечать. Но площадь торможения у него будет даже чуть меньше, чем у барабанов. Делаем мы это сейчас для того, чтобы не страдать потом. Потому что когда у нас кончатся колодки в этих барабанных тормозах, а мы не знаем, как часто у нас будут кончаться колодки, потому что усиленное торможение будет чудовищным. Соответственно, чтобы поменять колодки в барабанах, вам нужно снять гусеницу, снять ведущую заднюю звезду, снять барабан, поменять колодки, потом все это собрать. Это очень трудоемко. А чтобы поменять колодки в дисковых тормозах, вам нужно просто вот так залезть под Бентли, открутить пару болтов, скинуть суппорт, закинуть новые колодки и это все закрутить, даже без домкрата. Таким образом, мы сейчас просто создаем более ремонтопригодную конструкцию в будущем. Для всех тех, кто был уверен, что УЗ не потащит эту раму, эту конструкцию и вообще нас всех вместе взятых с ней, мы придумали наш ответ на то. Это раздаточная коробка от ГАЗ-66. Она содержит в себе, естественно, понижающую передачу. Таким образом, у нас момент от УЗ еще по нашему велению, уж не знаю, как сервоприводом будет, трассовый привод и так далее. То есть это старая добрая коробка от Шишиги. Всегда можем врубить понижайку, мощность, крутящий момент и все, что нам было дорого, умножаются на двое. Соответственно, нам точно хватает двигателя, точно хватает хода. У нас точно будет на первой передаче, она практически красться по любому типу покрытия. То есть все должно совершиться идеально. А когда вам это не нужно, вы врубаете прямую передачу, как обычно, и она у вас получается балластом с одной стороны висит, но с другой стороны весит она килограмм 40-50. То есть в масштабах наших 3 тонн это допустимо.
итоге у нас получается, что после 10, 15, 20, 35 сборок, разборок, примерок, настройки, наладки мы получаем собранное целиком шасси. Далее оно будет выглядеть именно так. Это именно та платформа, на которую мы дальше уже будем сверху ставить двигатель, коробку передач, кардан, сам кузов. Все это уже будет обрастать еще некоторыми вспомогательными элементами. И я насвистел, потому что оно не полностью законченное, еще кое-что добавится, но совсем по мелочам. Мы это вам расскажем в следующих сериях. Еще будет небольшие усиления тоже маленьких элементов, но для первого выезда нам больше вот в этой части ничего улучшать сильно не надо. Мы это сейчас загоняем туда, роняем сверху на это кузов и получаем, что дальше можно уже работать с тем, как наполнить все это, ставить сюда какую-то электрику, двигатели и в общем все остальное уже самое интересное. С этого момента Bentley танк начнет становиться Bentley танком. К сожалению, сейчас не получится поставить крылья, бампер и фары, чтобы вы поняли, что Bentley будет действительно похожим на Bentley. Но даже по этому клюву выпирающему, а бампер еще, естественно, выпирает от клюва где-то вот так, вы все прекрасно можете понимать, что автомобиль будет действительно нормальным. Потому что если капот снять, то как бы Bentley заканчивалась здесь. И все говорили, что гусеницы будут больше, чем сама машина. По факту, конечно же, нет. Естественно, это еще и сюда все раздуется. То есть морда станет широкой, как она у Bentley была от природы. Двери добавят еще ширины у нее в боках, то есть ее как бы визуально чуть подраздует, это раз. Два, никто не говорил, что мы не сможем, а на самом деле мы капец как сможем сделать небольшое расширение, которое будет продолжать линии кузова, и таким образом Bentley как бы станет на расширении практически поглощающим собой гусеницы. В общем, это нормальная совершенно тема. У нас сейчас не все верно немножечко по дорожному просвету, потому что машина еще не дооснащена, и она чуть еще присядет, она будет ниже, естественно, еще это уже все в следующих сериях. На сегодня мы получили то, что это кузов сидит на подушках на шасси. Оно прикручено. Кузов впервые не висит на цепях. Он занял свое уже положение, которое у него будет дальше всегда. Теперь, соответственно, даже мотор, как вы видите, стоит в подушках, только они не прикручены. Все это остается закрепить. Дальше делать электрическую часть, дальше делать карданы, все это завязывать и делать уже из этих двух разных деталей. Вот после свадьбы, которая сегодня произошла, уже наступит гребаная семейная жизнь, где будет все как всегда, короче, проводочки сплетутся в косы и погнали бухтеть там выхлоп, хотя он будет, скорее всего, тоже поначалу тоже прямой. Когда она поедет, да пес его знает. У нас еще проблемы еще в следующей, они как бы уже есть, но сейчас мы еще все на позитиве, это в следующей серии, их тоже уже будем устранять. И по идее мы в следующей серии должны уже куда-то поехать, наверное. Хрен знает, замахнулся я, скорее всего. На дрели поедем куда-нибудь. Ну, то есть не факт, что при этом на УЗете, может быть, это будет толкать 10 человек, но эта штука уже вот в те ворота, в раскрывшиеся в свет, куда-то удалится. Хотя, конечно, скорее всего, будет дождь и говно полное, это Санкт-Петербург. Но, тем не менее, мы это сможем. Вроде как все нарисовывается очень нарядно, пока что прогнозы сбываются. Все отлично. Вы спрашивали по ширине, выйдет ли эта штука теперь в ворота, почему она такая широкая. Так вот, ширина у нас 2,5 метра. Это максимально возможная ширина для того, чтобы по дорогам общего пользования на прицепе даже или трале она перемещалась без сопровождения. Соответственно, это был единственный возможный вариант. Шире гусеницы уже не расставишь, потому что иначе получится сопровождение, нам это не надо. А уже гусеницы, если мы будем делать, то мы уже будем пилить салон. А такая компоновка позволяет нам оставить полностью стоковый салон с двумя креслами, с голыми женскими коленками, если это понадобится, с музыкой, кондиционером и всеми атрибутами шикарной жизни. Так что однажды эта штука поедет в болото на максимальных опциях.
Огромное всем спасибо, что смотрели это видео. Ждем с нетерпением, как и вы, следующее. Поверьте, мы делаем для этого все усилия. Огромное всем удачи и пока.